Итак, парни, всех приветствую на своем канале. Вот сижу, жду на мойке. Сейчас буду мыть Обаму. Вот наш черненький Фред. Что могу сказать? Это вот та машина, которую я говорил, что организации со мной связываются. Смотрите, у меня еще одна организация со Ставрополя. Тоже они со мной связались. Сейчас тоже будут заказывать машины. Поэтому вот такой обзорчик сейчас будет машины. Фредлайнер Columbia, Обама. Мы его все сделали. Смотрите в этом выпуске, как он будет ехать. Что на машине мы сделали. Также этот обзор для самого непосредственно клиента, чтобы он видел, что на машине сделано. И он будет уже по видео мне скажет: Сергей, вот здесь подкорректируем с ним уже все. И все. Так что, парни, работа кипит. Все нормально, не переживайте. Работы много. Хейтерам не болейте, пишите гадости. Чем вы больше пишете гадости, тем лучше у меня дела. Итак, я всех приветствую. Это черненький Фредик. Хочу сделать обзор капиталки мотора. Это Columbia, помните, та, которая 100 километров разгонялась за полчаса. Конечно, была шутка, но все равно. Смотрите, вот он блок, состояние его. Он уже нарезался. То есть все 6 цилиндров нарезались. Вот так вот все нарезаны. Плоскость все нормально. Он не газовал. Видно, что блок в принципе в хорошем состоянии. Что могу по нему? Сейчас буду показывать вам состояние внутри блока. Он в принципе внутри вообще хорошенький. Такой, не ржавый, ничего. Классный. Сейчас покажу вам я его. Какие запчасти мы сюда ставим. Идем поэтапно. Так, вот он его распредвал. Это его распредвал. Так. Все его запчасти непосредственно. Сейчас я покажу вам поршневую еще. Так, вот она его головка. Смотрите. Головку фрезеровали полностью. Так. Замена стаканов. Вот они стаканы, все новые стоят, все 6 поменяли, как всегда, то есть стаканы меняем не глядя. Такая головка, сейчас покажу поршневую. Так, смотрите, вот они оригинальные здесь гильзы, также кольца оригинальные, вот они его вкладыши оригинальные, я покажу сейчас. Вот US, видите, написано, то есть все собирается оригиналом. Так, что-то еще форсунки, да? Хотел показать еще форсунки, что с ремонта, сейчас покажу. Такая сборка мотора идет у нас. Сейчас форсунки покажу. Итак, вот они форсунки прошли с ремонта. Как всегда, вот так он делает, там эти резиночки ставит. Все 6 форсунок отремонтированы. Получается, как он мне сказал, одна полная капиталка была, а остальные он там, в общем, не знаю, что сделал. Ну, не полная капиталка, то ли распределитель, то ли что, не знаю. В общем, все форсунки сейчас все сделаны. Где-то больше, где-то меньше, но все то есть на стенде проверены. Сейчас покажу, почему не было давления на этом моторе. Ну, было слабое. Потому что этот продающий хозяин наш взял стрелку, сам руками перевернул на давлении. Вот он черненький, смотрите. Вот его старые вкладыши. Ну, в принципе, так с тебе скажем. Не совсем прям убитый. Вот, видите, ухо сломано было на редукционном клапане. Поэтому у него было слабое давление. Что он перед продажей мне взял стрелку на щитке приборов, короче. Чуть повернул выше, сделал давление, добавил. А надо было всего лишь поменять вот этот вот редукционный клапан. Ну все, друзья, идем дальше. Также корень всего поменяется, все, то есть будет меняться абсолютно. Так, вот он, двигатель снизу. Коренные уже поменены, вкладыши. Вот оно, ухо, видите, было отломано. Видите, вот оно. Из-за этого у него не было, ну, было слабое давление. Кольвала вообще, в принципе, в хорошем состоянии. По валу вообще вопросов нету. Ну все, скоро этот мотор будет действительно 500 лошадиных сил, как он заявлен по техпаспорту. А живыми будет работать
Ну все, идем дальше. Так, вот они, его коренные вкладыши. Уже чуть краснота есть. Ну все, друзья, вот такой вот черненький идет капиталка мотора. Эту турбину, смотрите, мы будем ЕГР отключать полностью. Турбина большая, я ее оставлю, я ее надув настрою, как положено. И все будет нормально. То есть перепрошьется и будет зверь. Так, хотел еще показать я гильзы его, которые на нем стояли, на этом двигателе. Так, смотрите. Вот она гильза. Выработка просто бешеная, я не знаю, здесь ступень такая. Сейчас вам покажу, во-первых, задиры. Во-вторых, смотрите. Просто вот аж ноготь упирается, видите? Тут реально там ступень, видите, какая. Поэтому он так сапунил. Получается, поэтому так жрал масло ведрами просто. Также по наружу, смотрите, видите, все поедено. Гильза просто умершая. Друзья, вот так вот. Вообще жесть, конечно. Видно, ни разу здесь никто не лазил, такое ощущение. И все вот такие, видите. Вот они все его старые гильзы. Ну все, друзья, идем дальше. В принципе, по другим моментам вопросов нету. По машине будет мотор работать. Все будет нормально. Показ запуск машины после сборки. Давай, заводи. А, тест, да. Columbia чуть дольше тест делают, я заметил. Сейчас покажу давление. Давление покажу. Ой, сам посмотри. Вот его давление. Ну все, вот такой вот запуск двигателя, друзья мои. Смотрите. Сейчас посмотрим. Так, идет сборка Обамы черный. Так, показываю также для клиента. Смотрите, в общем, валы все наварены полностью, все 4. Показать, наварены, проточены, в общем, все, ничего не болтается. Тормозные кулаки, вообще ничего не болтается. Сняли все ступицы, поставили сюда защиты. Идет сборка. Сейчас амортизаторы открутили, сейчас и будем проверять. Будем менять, соответственно, сальники. Сальники уже принес. В общем, идет сборка машины ходовой полностью. Перебираем все. Тут тоже все наварено, ничего не болтается. Новые трещотки ставим. Ну, в общем, все. Все, друзья, вот такой вот Обама. Идем дальше. Итак, вот он Обама. Показываю. Так, перебрали передок, шкварня нормальные, валы наварили, все сделали, ничего не болтается, трещотки поставили новые, вот они его накладки новые. Сейчас с той стороны тоже покажу. Так, перепрошили уже его. Вот так вот. Тут также валы, проточили, все сделали, наварили
Втулки новые, трещотки новые. Шкворень не болтается. Все нормально. Вот такие машины можно делать, честно, парни. Машина была на самом деле неплохая. Из того, что мы делаем. Вот такой Обама. Сейчас будем настраивать турбину, все будем делать. Идем дальше. Итак, я всех приветствую. Делаю обзор Обама черненького. Хотел показать объем работы, которые сделаны. Смотрите, ходовка перебирается. Так, что сделано? Валы я уже показывал. Сальники новые. Все 4. Защиты стоят. Все 4 сальника новые. Втулки новые. Ну, это все проточили, все сделали. Новые поставили. Трещотки, кстати. Новые трещотки стоят. Так, все 4 трещотки поменял, потому что здесь были самоподводящие трещотки. Я их не люблю. Я поставил, чтобы самому подводить. Идем дальше. Так, что у нас здесь? Здесь также трещотки, валы, крышки, ступицы снимали, все подшипники проверяли. Подшипники в идеале. Ни один не меняли, ни подшипник, ничего. Так, идем дальше. Здесь тоже сальник новый, защита, вал, все как пол. Также трещотки новые. Смотрите, идет малярка еще параллельно. Пока ходовка делается. Верх полностью загрунтовали. А ну, Дима, отойди, я сейчас сниму видео. Полностью верх загрунтованный. Потому что крыша была здесь облезшая, абсолютно вся. Вот так я сделал, чтобы видно. Прям до конца все загрунтовано. Все вычищали, то есть. Также смотрите, здесь что мы делаем. Здесь меняем этот ЕГР, снимаем. Охладитель уже все сняли. Сейчас будем ставить сюда патрубок. Вот здесь патрубок будем сейчас ставить. В общем, глушим ЕГР, будем прошивать, все будем настраивать. Турбину оставим большую, которая у него и была. Так, идем дальше. Сейчас я покажу. Еще работы. Вот она. Крыша, смотрите, вся загрунтована полностью. Вычищали прям всю. Чистили и всю загрунтовали. Аж до самого верха. Также смотрите. Вот бампер. До металла счищали полностью все. И все это, в общем, грунтанули. Потом это все вот идет малярка. Все эти мелкие ямы, которые есть, все вводится. Это по бамперу. В общем, такой вот, смотрите, Обама. Работа кипит. Получится красавец. Все, идем дальше. Все, друзья, всем пока. Идет полировка Обамы. Блестит, как зеркало. Ну вот смотри, отполировалась эта сторона. Зеркало получилось вообще. Итак, парни, я всех приветствую. Вот она, Обама. Черненький. Смотрите. Посмотрите, что я делаю. Вот болезнь. Хотел показать панель. Болезнь фредлайнера. Видите? Все, вот она. Все здесь разломано. Видите, все пластмасски. Вот из-за чего это все всегда болтается. Видите, вот оно все. Видите? Сейчас я это откручу, вам потом еще покажу, что здесь вот все сломано. На этот случай у меня есть скелеты. Вот он, скелет. Он здесь вот так вот стоит. Покажу вам. Вот так вот, видите? Вот он. Здесь стоит магнитофон, крутилки, ручники. Здесь сейчас все провалено. Все, идем дальше. Смотрите, видите, здесь ничего нету. Видите, кусок отломанный. Сейчас это все буду делать,
Чтобы все было более-менее, парни. Хотя бы более-менее, чтобы было приятно. И, конечно, Фред классная машина, на самом деле. Очень простая. Но вот такие моменты, это, конечно, не радует. Что я могу сказать? Все, друзья, идем дальше. Итак, парни, вот он скелет. Я его сюда уже установил, его, видите? Новый. Сейчас мы на него будем крепить ручники. И все будем собирать на этот скелет. Вот это все, щиток приборов. Все будем крепить на него уже. Видите, магнитофон, рамка целая. Ну все, идем вперед. Итак, парни, всех приветствую. Так, делаем эксперименты, тесты, заезды, проверки. Такой Обама черненький. Помните ту машину, которая разгонялась до 100 за полчаса? Сейчас мы, конечно, уже мотор сделали. Вот он. Заезжаем, сейчас проверяем, тесты делаю, надув турбиной. Все проверяем, в общем, как оно едет. Мне сейчас в данный момент тут не нравится, что, объясню. Мне не нравится надув турбины. Я его сам выставлял, это первый заезд после регулировки. Сейчас надо будет чуть-чуть шток мне удлинить, чтобы надув турбины был больше. Он для ЕГРной турбины, для большой, он дует очень много, маловато. 1.8. Что еще могу рассказать про эту машину? Предыдущий хозяин, конечно, молодец. Что могу сказать? Ошибок было море. По датчикам, у него датчик охлаждайки был, ну, в общем, сломанный был датчик охлаждающей жидкости. Потом у него датчик надува, это температура воздуха во всасывающем коллекторе стоит. Тоже датчик был у него плохой, как бы, да, по нему ошибку бил. Вентилятор срабатывал. А хозяин решил решить эту проблему каким образом, которую продавал. Не знаю, он специально это сделал, либо, может, водители сделали, не знаю. Он просто убрал эти чеки, которые вот желтый как раз должны сгореть. Он просто потушил эти лампочки. Замок открываешь, ничего не горит, ошибок нету. А по компьютеру ошибок море было. Вообще, я все это поустранял. Видите, сейчас написано no code, вот. Видите, вот оно, no code, видите, написано. Значит, нет ошибок в этой машине. Так что вот так вот. Ну вот так люди решают проблему. Давление слабо, взял стрелку выше, поднял. Все, давление появилось, понимаете? Вот таким методом давление поднимают. А я как дурак хожу, там ищу в этих моторах, там эти все, проверяю все это. А всего лишь надо стрелку поднять, понимаете? Вот так люди продали мне машину. На самом деле я покупкой очень доволен этого Обамы. На самом деле очень хорошая машина. Просто вот этот момент, как они сделали, конечно, вот эти лампочки чека потушили. И вот что давление сделали, вот, ну, они, видно, хотели продать без вложений. Ну, ничего страшного, я доволен, покупка, на самом деле, не хочу про нее плохого ничего говорить, про этого хозяина. Я ему благодарен за эту покупку. Эту машину тоже заказали уже, я, как говорил, организация она связывается, эта машина ходит в организацию. У них, получается, они борются с весом, они говорят, надо легкий тягач, трехосный, даже внутренние диски алюминиевые оставили. И вот так, поэтому он хочет, чтобы машина была максимально легкая, облегчили его. Ну все, парни, вот такое давление, вот такая температура, мотор после сборки едет, конечно, он уже сильно. Я еще заезд на гору сделаю, покажу, как он едет, и в путь. А так, парни, вот он наш черненький Обама. Сейчас покажу, как я турбину надув делаю. Его отполировали уже. Осталось на мойку, химчистки. И вот всякие вот эти финишные моменты, которые касаемо его настроек всяких. Перепрошили мы его 550 лошадей. Так как мотор был 500 сильный, 50 лошадей, 10%. Нормально все. Сейчас я добавлю ему еще чуть-чуть, парни, чуточку добавлю. Много не буду. Все. Сейчас еще раз заеду, посмотрю, сколько он надувает. Поехали. Кстати, вот он мотор. ЕГР все срезали, все перепрошили.
Поменяли вот этот датчик раз. Поменяли вот этот датчик 2. Ну все, вот такой вот мотор. Хотел сапун вам показать. Вон он сапун, трубка. Вообще, видите, он прогретый. Но вообще не сапунит, видите? Вот она. Хотя температура уже только на гору заезжал. Все, сейчас заедем, друзья мои, поедем дальше. Итак, парни, попытка номер 2. Заезд на гору. Смотрим, что с турбиной над дулом творится у нас. 1.9. Внутри атмосферы. Момент не поймал. Наверное, я так и оставлю, друзья мои. Итак, парни, я всех приветствую. Делаем заезд, вот Анабама, черненький, парни. Помните, который разгонялся до 100 км в час за полчаса? Я ролик выкладывал, который был... Проблема была с мотором. Хотел бы сейчас показать людям, как он сейчас стал ехать. Еду на 10-й передаче. Сейчас я покажу, как он едет, как он набирает. Сейчас его сделаем, наверное, 80, да? Вот так вот все будет. И покажу, конечно, разгон. Мы машину сделали, мотор все сделали. Сделали мы его 550 лошадиных сил. Перепрошили. Я сейчас покажу, как он едет. Смотрите. Сейчас начну газовать. Поехали. Как он стал набирать. Смотри, как он набирает. Так, 120 он привязанный, все. Все, он привязан, уже газулька встала. Конечно, не сравнить, как было. Не сравнить, конечно, как было, но едет, конечно, классно. Ну еще мотор притрется, еще будет ехать. Смотрите, еще раз покажу. Ну все, друзья, едем дальше. Так, парни, всем добрый день. Делаю обзор Фредлайнера. Смотрите, почему заинтересовал этот автомобиль, конкретно эту фирму, да, эту организацию. Потому что они сказали, нам нужен легкий тягач. То есть, понимаете, они борются с весом, понимаете? То есть, чем легче тягач, чем легче сцепка, тем они будут возить больше тоннаж. Им нужен был прям легкий тягач, чтобы 28, по-моему, чтобы тонн можно было возить, да, там, или 29, не помню, сколько они говорили. Этот тягач в данный момент весит 7 тонн. Мы даже ему алюминиевые диски внутри оставили. Они чисто вот из-за веса. Он говорит, самый легкий тягач какой? Ну, в основном это Фред, да, хотя они американцы, кроме Volvo, почти все 7 тонн весят. Но именно вот у них глаз упал именно этого Фреда. Сказали, как можешь, Сергей, облегчи. Ну как я облегчу? Ну только вот алюминиевые диски внутри, что были, в принципе, они остались. Все, вот так вот. Так что вот такой вот Фред, смотрите. Смотрите, сделаю обзор сейчас я его. Фредлайнер Columbia 2003 год. Финиш. Получается, Детройт 14 мотор. Получается, он уже получился у нас 550 лошадиных сил. Был 500, стал 550, мы его перепрошили. Вот такой вот автомобиль получился, смотрите, заказанный он у нас, может, месяц назад. Вот за месяц успели, наверное, чуть даже меньше месяца сделали эту машину. Вот так вот, смотрите, вот такой вот Фредлайнер. Что мы на нем сделали? Ролик, все вложу, сделали там и мотор, и всю ходовую, все перебрали, все проверили, все нормально. Смотрите, этот ролик также я сейчас для клиента, чтобы посмотрел бы, чтобы клиент посмотрел, все ли его устраивает или нет. Вот резина, смотрите, резина это была на нем, средняя ось. Правда, у него стояла она на одной стороне, но что глупость. То есть мы поставили на одну ось, а сюда поставили новую резину. По ходовой здесь все сделано, парни, все абсолютно. Тут даже показывать не хочу в ролике, это все это будет.
Единственное, что, смотрите, видите, брызговики поставил Kenworth. Но Фреда у меня закончились, к сожалению. Пришлось Kenworth доставить. Ну ничего, мне сейчас заказ придет. Будут еще и Kenworth, и Фред. В общем, ну, много очень этих брызговики, все это расходится. Кронштейны, все это расходится. Вот такой вот красавец, что могу сказать. Состояние у него очень хорошее, едет очень классно. И вид у него прекрасный. В принципе, достойная машина на самом деле получилась. В принципе, как и все, которые вот делаются, как вот эти, знаете, когда люди говорят: Сергей, все, что надо, все делай, ни на чем не экономим, все, мы делаем все. То есть, цена этой машины тоже точно не буду говорить цену, ну, в районе 2, скажем так. Цена такого автомобиля, это с гарантией. Все как всегда, парни. Насчет нашей гарантии, насчет наших работ вы можете не сомневаться. Поэтому я показываю машины и отзывы, показываю конкретных людей. И не по одному, там по 2, по 3, что может случайно, знаете, а именно вот десятками отзывов, как вы видите в предыдущих роликах. Прям десятками машин. Что на нем осталось, да, то есть машина практически готова. Я сейчас покажу и для клиента, что на нем осталось, чтобы он знал. Вот эту крышку мы снимали, она лежит снятая, я не успел поставить. Это мы, чтобы краску подбирать, снимали, уже красили верх и бампер, как бы вот этот вот все. Осталось по салону, там пойдем покажу потом еще позже салон этой машины. Так. Что еще? Сейчас покажу салон. Смотрите, вот здесь ручка, видите, сломана. Тоже будем делать. Это вот осталось на этой машине. Вот эти вещи. Вот его салон. Салон уже отхимчистен полностью. Вот такой вот у него. Поменяли скелет тоже в ролике. Вы наверняка уже это посмотрите все. Смотрите, будет замена руля. Во-первых, он косо стоит у него, вот так, когда едешь. И эту изоленту мы, наверное, руль поменяем полностью. Так, что еще по салону здесь осталось? Что я хотел еще сказать? Блин, забыл. Люфт рычага. Вот люфт на нем просто, смотрите, вот он. Это не нейтралка, это он, вот, смотрите, аж панель упирается, видите? Это мы все будем делать. Сайлентблок у меня новый в наличии есть, оригинальный. Ставлю я их на рычаги. В салон я не буду сильно заходить, потому что тут все чисто. Отхимчистено все. Ковер, как бы я клиенту говорил, что постелю, но здесь ковер его был, он просто отхимчистился, здесь реально, ну, красиво, уютно. И кто химчистку сделал, женщина говорит: блин, он классно и лежит, и все, то есть, ну, не знаю, я не стал его менять, красиво очень. Вот так вот, кожаные эти занавески его. Вот такой вот салон получился. Смотрите, панель, видите, какая у него. Сейчас, конечно, панель тут все стоит мертвая, здесь все сделано уже капитально. Так, вот эти мелочи остались сделать. И все, в принципе, вот говорю, ручка, рычаг, вот открывание. И там, в общем, честно, мелочевка, такие вот сопельки остались. Так вот, чехлы все отстирались. То есть все нормально, все чистенько, аккуратно. Его увидели, фредлайнер. Это по салону. Сейчас покажу, как работает двигатель, хотя его работы уже много где есть. Сделал лампочки, видите, чеки горят. Раньше не горели. Предыдущий хозяин потушил это все, чтобы не делать ошибки. Воздух, видите, сколько снимаю, он стоит, то есть полно вообще не травит. Утечки воздуха нету. Часами стоит, часами. Вот так он работает. Вот его давление. Так что вот так вот. Сейчас покажу, как он работает. Вот так вот. Что по нему могу сказать? Вот такой вот Фред. Что, нормальная машина, я думаю. Вообще вполне. Вот он чистенько как работает. Сапун тоже показывал, когда я его тесты делал. Все есть это, все. Ролики. Парни, ничего не скрываем на самом деле, абсолютно. Все, что делаем. Поменял лобовой, видите, цельное поставил, кстати. Было лопнутое, в роликах тоже там есть. Ну, много что сделано, много, парни, реально. Работы, как всегда, много, но машина была, скажем, более-менее аккуратная изначально. Сейчас покажу под капотом. Отполировали кабину. По передку тормоза, шкварня нормальные, кстати, были у него.
педали, вот он его провод. Этот не активнее вообще, он в принципе уже не нужен. Чисто работает мотор, в принципе, что, только собрано. Ну, показывал уже ранее, менял его, здесь датчик меняли. Тут стоит вот такая вот штука, смотрите, видите? Я не знаю, что это такое, подогрев какой-то, я не знаю, сейчас как раз покажу клиенту, посмотрим, что он скажет, снимаем, не снимаем. Вот она, видите, стоит, вот. Какой-то подогрев или что это, я не знаю. Я его оставил. Сейчас клиент посмотрит, что скажет, я его надо сниму. Как подогрев типа какой-то, я не знаю. Или тоже антифриз просто гоняет, я не знаю. 220 включаешь. Так, что по нему еще могу рассказать? Да, в принципе, в ролике все будет, парни. Все сделанные работы будут. Как он едет он классно. Спереди резина Мишлен. Это его резина. Я ее не менял, в принципе, ничего не делал. Нормально рабочая, как и все машины, в принципе, которые мы делаем. Ну, плюс этой машины, она была на самом деле аккуратная. Что мне безумно нравится, это честно. Мало работы, понимаете? Мало работы. Когда машина аккуратная, именно по внешним видам. Вот такой Обама сильный получился, 555, 550 лошадиных сил, 417 киловатт. Я еще подключусь, наверное, покажу вам по диагностике, что все чисто, все нормально, на финише все работает. Вот такой вот Фредик, смотрите, ну красавец, что могу сказать. И рама так четко получилась. Тормоза, все четко тормозит, как положено. Так что, друзья, заказывайте. Вот, кстати, эта машина, которая организации, помните, я говорил, что вот это она и есть. Еще со Ставрополя, вот в начале ролика тоже говорил, тоже хотят машины, будем делать, потому что, видите, заказов очень много. Я не могу все сразу набирать, все заказы, понимаете? Поэтому вот так вот. Будем брать по 2 машины заказа. Не можем сразу там 10 машин взять заказов, понимаете? Вообще разрываться не будет. Так что все, друзья, вот такой вот автомобиль. Смотрите, у нас все открыто, как всегда, парни. Все, что мы делаем, все показываем, рассказываем. Отзывы людей, пожалуйста, все в открытую. Кому сделали, в ролик заходите, смотрите, без проблем. Все есть в ютубе, все. Ничего не скрываем. Так что меньше слушайте кого, смотрите мои ролики, и все у вас будет хорошо, парни. Все, вот такое Обама. Поехали. Сейчас еще наверное, покажу давление, да? Давление. Ну все четко. Я, кстати, ему обороты поднял, сделал 620. Было 600. Я люблю, когда чуть-чуть холостые побольше. Поэтому вот так вот. Давление здесь, ну, вообще идеально. Что могу сказать? Так что вот такой вот Обама, друзья мои, смотрите. Все, парни, идем дальше. Работа продолжается, все кипит. Всем пока, не болейте. Так, парни, мы на базе. Вот такой вот Обама, красавец. Вообще, смотрите, как смотрится. Вообще классный. Сейчас я пойду на гору финишную, заеду. Турбину все поднастрою. Сделаю вам диагностику, покажу, что все чисто. Также для клиента. Вот такой вот Обама. Смотрите, какой красавец. Вообще. Мне он очень нравится. Поверьте, для 3-го года вполне достойный вид. Вполне. Так что вот так вот. Классно.
Так, парни, делаем заезд на Обаме. Смотрим, сколько будет глубина. Это 2,1, 2,2 атмосферы. На гору смотрим. Да, 2,2. Набрал, вот, смотрите, сколько. Все, так, наверное, я так его и оставлю. Нормально. Так и будет у меня все. Настройка удалась. С прицепом просто будет еще чуть-чуть больше. 2,3, наверное, будет атмосферы. В общем, вот это вот финишный тест, парни. Я все это сейчас. Сейчас я покажу все. Сделаю диагностику еще этой машине. Также для клиента. Видишь, с оборота сделал 120 на холостых. Смотрите, видите, 417 киловатт. Это 550 там с копейками лошадиных сил. Так, температура у нас 180. Все, парни, вот такой вот Обама, смотрите. Вот, хотел показать его сапун. Видите, он почти не сапунит, вообще практически не сапунит. Хотя температура у него, видите, 180. Вот так вот. Сейчас она свет выключу. Так. Ну все, парни, вот такой вот Обама. Сейчас я сделаю диагностику. Вот такой вот автомобиль классненький. Смотрите, вообще получился. Сейчас сделаю диагностику для клиента. Тоже ролик сниму, покажу, что все работает у него. Так что вот так. Вид сзади, пока что не дымит. Я сейчас больше 2,2, я не буду сейчас делать больше надув. Потому что, сами понимаете, с прицепом он будет чуть больше. Вот так вот. Я свои тесты сейчас все проверю. Так. Ошибок у него. Видите, no код написано. Ошибок никаких, абсолютно. Видите, все чисто. Мы сейчас проверим ему цилиндры, да? Ой, что я делаю? Так. Как работают форсунки. Все для клиента. На 1000 проверим. Так. Пошло отключать цилиндры. Видите, каждый отключает. Телефон. Так, смотрим. Смотрим. Так, все отклики нормальные, форсунки работают. Вот, отлично на самом деле. Офигенные показатели. Так что вот так вот. Видите, опять 120 покажу еще раз. Сделал. Что могу еще показать для клиента? Я не знаю, какие еще мы тут проверки сделать. В принципе, тут все я проверил для себя, все сделал, все работает. Все, парни. Вот такой вот Обама получился на финише у нас. Все проверено, все сделано, все настроено. Надув турбины, все как положено. Теперь едет как сумасшедший. Все, друзья мои, не болейте. Всем пока.